Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем вязать вот такие симпатичные слитки без шва на подошве. Вот такая цельная подошва здесь. Шов у нас здесь есть небольшой. Вот здесь вот на задней части. Очень удобная посадка по ножке, я примеряла. Удобно сидят, не слетают, хорошо облегают щиколотку. Вяжутся слитки на 2 спицах. Я вязала на спицах с гибким тросиком, потому что петелек в работе много. Пришлось бы брать спицы подлиннее прямые, что не очень удобно, особенно на камеру. Я бы постоянно стучала бы ими об стол. И к тому же на тросике удобно примерять следочки в процессе вязания, ну, чтобы как бы контролировать процесс, не уходим ли мы от размера. Спицы 3,5, пряжа Alize Lana Gold Classic, 240 метров в 100 граммах. Слитки начинаем вязать сверху. Рассчитываем количество петель для набора следующим образом. Измеряем обхват щиколотки. Конечно же, нужно знать, посчитать уже свою плотность вязания. 27 сантиметров обхват щиколотки у этого манекенчика. Моя плотность вязания в данной пряже в сантиметре 2 петли. То есть получается 27 умножаем на 2, минус примерно 10% на облегание по ножке. И получаем 50 петель, с которых мы будем начинать вязание. Далее центральная часть оформляется у нас вот таким вот вырезом. Закрываются центральные петельки, затем они донабираются. Делаются прибавки в центральной части единовременно. И затем постепенно еще в процессе вязания мы добавляем петли на боковые части с одной и с другой стороны. Количество прибавок вы делаете под свой размер. У меня здесь размер на 37-38. Чем больше размер стопы, тем дальше вы вяжете здесь. Соответственно, больше прибавок у вас. Удлиняется мысок и, соответственно, длина стопы. И приступаем к вязанию. Набираю на 2 спицы 50 петелек самым простым способом. Вязать буду спицами на гибком тросике. Поэтому для набора подставлю вторую прямую спицу. И самым обычным набором набираю 50 петелек. Набрали петли и провяжем 8 рядов платочным вязанием, то есть все петли лицевые. Первую кромочную будем снимать, последнюю провязывать изнаночной петлей. Провязали 8 рядов, и теперь мы закроем средние 10 петелек. На спицах у нас 50, 20 провязываем также платочным вязанием, все лицевые. (20 петелек провязали, и средние 10 мы закроем. Провязываю 2 вместе и возвращаю петлю на спицу. Снова 2 вместе и возвращаю петельку на спицу. И так все 10 петелек. На спицах осталось 20 петелек. Довязываем ряд платочным узором, все лицевые. Поворачиваем вязание, вяжем 20 петелек до места сокращения петель и дальше донабираем петли, которые мы сократили. Накидываем на правую спицу 10 петелек. Набрали и заканчиваем ряд платочным узором, все лицевые. Первую петельку провяжу перекрученной, постараюсь здесь подтянуть потуже ниточку, для того чтобы здесь она, вот эта петля была менее такая расхлябанная. Так как они лежат ко мне, они повернуты передней стеночкой. Довязываем ряд, поворачиваем вязание и провязываем ряд лицевыми. Провязываем все петли, и те, которые мы набирали, в общем, лицевыми от начала до конца.
Довязали ряд. Далее мы вот эту сторону будем считать лицевой. Здесь наборный край повернут к нам красивой такой вот косичкой. Здесь более аккуратно выглядят петельки там, где мы их сокращали и набирали. И в этом ряду я поменяю цвет. Первую кромочную провяжу, провязываю ее лицевой петелькой и продолжаю платочную вязку до центральных петель. Мы дошли до центральных 10 петель. Из каждой петельки будем вывязывать 2 петли. То есть нам из 10 нужно будет сделать 20. Провязываю лицевую петлю за переднюю стеночку и, не сбрасывая петли с левой спицы, из этой же петельки достаю еще одну за заднюю стеночку. Еще раз. Следующая лицевая петля, вывязываем 2 петли. За переднюю стеночку вытягиваем петлю как лицевую и, не сбрасывая петли со спицы, вторую лицевую вывязываем за заднюю стенку. Все, петельку сбрасываем, провязали. И все так 10 петелек. То есть из 10 у нас получится 20. Оставшиеся 20 петель провязываем лицевыми. Мы в изнаночном ряду боковые части будем провязывать также платочным вязанием. Центральные петли будем вязать лицевой гладью, то есть в изнаночном ряду мы провяжем их изнаночными петлями. Вяжу 20 петелек лицевыми. Следующие 20 петель вяжу изнаночными петлями. Оставшиеся 20 петель довязываю лицевыми. Так, мы сейчас в лицевом ряду. Я снова буду менять ниточку. Вы можете чередовать полосочки по своему усмотрению. Другие цвета не обрезаю, протягиваю вдоль кромочных. Перекручиваю с текущим цветом. Первую кромочную провяжу, так как смена нити в этом ряду. И вяжу лицевыми петлями, это петли боковинки, вяжу до петель центральной части. Дошла до центральных петелек, делаю накид и провязываю лицевыми петли центра. Снова делаю накид и оставшиеся петли также довязываю лицевыми. У нас изнаночные, вяжем лицевые до центральных петель. Накида провязываем, петлю накида провязываем скрещенной, чтобы дырочки не было. Эта петелька у нас будет относиться к боковой части. Далее у нас идут центральные петли. Их будет неизменное количество, всегда 20 петелек. Вяжем их изнаночными петлями. Второй накид. Провязываем скрещенный лицевой. И оставшиеся петли довязываем лицевыми. Продолжаем вязать, делая прибавки в каждом лицевом ряду. Провязываем все петли боковушечки. Перед центральными петельками делаем прибавку. Центральные 20 петель у нас всегда будут 20. Мы их провязываем без изменений. В лицевом ряду лицевыми, в изнаночном изнаночными петельками. В конце центральных петелек снова делаем прибавку. И оставшуюся боковиночку довязываем платочной вязкой. То есть у нас лицевые и в изнаночных, и в лицевых рядах. Делаем прибавки до тех пор, пока на боковушечках не будет по 30 петель с каждой стороны. И в итоге у нас должно получиться по 30 петель на каждой боковинке и 20 петелек в середине. Цвета чередуем на свое усмотрение. Закончены все прибавки. На спицах 80 петель, 30 петелек на боковинке, 20 на центральной части и на второй боковинке тоже 30 петелек. Провяжем еще 6 рядов платочной вязкой полностью по кругу, и центральную часть тоже.
6 рядов без прибавок, все лицевые. Далее не записался у меня маленький кусочек видео. После всех прибавок мы провязали 6 рядов платочным узором. Далее находим 10 центральных петелек, откладываем их на подошву. Мы в лицевом ряду и с начала ряда провязываем все петли лицевыми. Дальше мы также продолжаем платочный узор, провязываем все лицевые до первого маркера и будем формировать подошву. Продолжаем вязать лицевыми петлями. Провязываю 9 петелек. Из 10 петель подошвы провязываю 9. Маркер сниму, он мешается. Дальше можно будет их не использовать, потому что будет видно, где у нас заканчиваются петли подошвы, начинаются петли боковинок. 10-я петля подошвы и 1-я петля боковой части. В лицевом ряду провязываю их 2 вместе изнаночной петлей. Переворачиваю работу. Первую петлю подошвы снимаю как кромочную. Далее вяжу все лицевые, не довязывая петли, не довязывая одну петлю до маркера. Снова будем провязывать последнюю петлю подошвы вместе с петлей боковинки. Маркер уберу. В изнаночных рядах буду провязывать 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Снова разворачиваемся. Первая петелька снимается как кромочная. Вяжем петли подошвы. Вот уже хорошо видно последняя петелька подошвы. И следующая петля уже идет с боковушки. Можем посчитать даже. 3, 3 и 3. 9 петелек провязали. 10-ю берем вместе со следующей петлей. 2 вместе лицевой. 2 вместе изнаночной за переднюю стенку. Сцепилась ниточка. Разворачиваемся. И точно так же по изнаночной стороне. Первую снимаем петлю. И в изнаночном ряду провязываю 2 вместе лицевой за задние стенки. Продолжаем вывязывать подошву, делая убавки с каждой стороны поочередно до тех пор, пока на каждой боковинке не останется по 5 петелек. Сделали последние убавки. По 5 петелек с каждой боковинки у нас осталось, 10 петель в центре. Теперь мы будем сокращать петли не только с боковинок, но и с подошвы. Вяжем петли подошвы, не довязывая 3 петли. Делаем одну убавку на подошве, на петлях подошвы. Провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Далее сокращаем петли, как обычно, 2 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Вяжем петли подошвы, не довязывая 3 петли. Снова делаем убавку на петлях подошвы. 2 вместе лицевой за переднюю стенку провязываем. А следующую убавку
петель боковинки. Делаем как обычно. 2 вместе лицевой за заднюю стенку, так как мы в изнаночном ряду. Поворачиваем вязание и продолжаем убавлять так петли. Осталось 3 петли в центре. Провяжу. Первую сняла как кромочную, следующие 2 петли подошвы провязываю с одной петлей боковушечки лицевой за заднюю стенку, 3 вместе лицевой за заднюю стенку, так как мы в изнаночном ряду. Поворачиваю вязание. Осталось 2 петли на подошве, по петле на боковушках. И вот эти вот 3 петельки мы в лицевом сейчас ряду. Вот эти 3 петли слева все провяжу 3 вместе изнаночной. И последние петельки 2 вместе лицевой. Вот так за заднюю стеночку. Все, одна петелька у нас осталась. Обрезаем хвостик. Нам нужно будет зашить вот заднюю часть здесь пинеточки. Если у вас от набора хвостик остался длинный, можете здесь обрезать покороче. Если здесь коротенький хвостик остался, тогда здесь оставьте для сшивания. Делаю узелочек и берем иголочку для шерсти. Зашивать будем по лицевой стороне. Прошивать будем, цепляясь за половинки кромочных петелек, за те половинки, которые у нас дальше друг от друга. Поочередно с одной стороны, с другой стороны. Иголочку заводим от наружной стороны внутрь. Удобно ориентироваться, когда есть цветные полоски, не собьетесь. И так проходим до конца. Вот такой шовчик у нас в итоге получился. Обрезаем, прячем все ниточки и вяжем второй следочек точно так же. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Следочков будет много. Будем вязать следочки, пинеточки, повязочки, шапочки и многое другое. Всем пока!